Фатеев Павел Анатольевич, сибиряк глухой тайги, делал очередной вброс под дело мирового порядка, особенно обсуждению создания ЮН, Союза Северных Народов, о создании которого я предлагал более 14 лет назад. Пишется так же, как ООН с добавлением, ЮН с добавлением второй Н. А это народным странам Англии, Скандинавии, Заполярья, Сибири, Аляски, включая Канаду. Подразумевает подразделение на части ООН, самой организации. Реструктуризацию состава НАТО по отношению названия блока к северу, исключением Турции, стран Средиземноморья, также затрагивает Евросоюз частью с исключением в ЮН. В принципе, основа по принадлежности жизнедеятельности в неблагоприятных климатических условиях и косвенно притягивает в развитие функций организаций Большой Семерки, ШОС и других, а также вход во влияние на тенденцию перераздела мировых ресурсов, особенно невозобновляемых и на пока еще не совсем явные, но заявленные представителями США, что ресурсы Сибири должны принадлежать миру. В этом несложно догадаться, и что не обойдут ресурсы Арктики, и по заявлению Китая, что он находится в арктическом поясе, становится понятно, что он вступает в эту игру. Кратко и раздел по функциям реструктуризации и расширению программ по климату, глобального потепления, СО2, потаянию ледников, затоплению больших площадей Сибири, производящих кислород, затрагивает функции национализации по климатическим условиям, особенно по упадку в Европе и очередного подъема к тенденции социализма, коммунизма и национал-социализма, засилия южанами. Также и мировой национализации, особенно если так называемый китайский коммунизм тихой колонизации пойдет по руслу коммунизма. Тому же, что предложил миру и определил Маркс, Энгельс, Ленин. А функции национализма в ЮН будут преобладающим фактором, особенно для белых цветом кожи, эволюционного преобразования по недостатку солнечного света. Думаю, предложенное приведет и разумной политике на территориях организации Евросоюза, НАТО, России от курса неадекватности, в которой плавали и плавают. Вот как последний пример из огромного числа: поддержка стран Евросоюза в бомбардировке НАТО армии Югославии в Косово и противоположное действие поддержка Евросоюзом украинской армии и не бомбардировки ее НАТО в Донбассе. Как можно назвать неадекватностью эти действия на создание в Европе исламских государств, а за пределами Евросоюза обратные действия, разрушение ИГИЛ? Думаю, цели создания Союза повлияют и на сегодняшнюю ситуацию, особое участие славян Евросоюза в поддержке нацизма, славян над славянами, так называемого братоубийства, доказанного сходства и по геному, периоду от военного в мирный перераздел Украины, как и СССР, национальному признаку, который устроили славяне на мове, а точнее пополам, совместно нажитого с учетом возврата капитала особо исконных территорий до совместных отношений. Вразумление должно произойти в Евросоюзе адекватным ответом на отношения, войти в состав, который навязывает нацистская часть Украины, пытаясь прихватить все совместно нажитое с убийством совладельца, то есть в отношения с преступниками, которые даже не собираются искупить свою вину, а только усугубляя тяжесть преступлений, задуривая мир, избежать наказания и более извращением правды, вовлекая их в соучастие.
Так, под концепцию мироустройства Вьюн хочу дать сказание, дабы опять богатые кланы верхушки и руководители не привели по задуриванию масс в неоправданные жертвы войн от тенденции социализм-фашизм. Вот как пример на Украине и Германии. Тенденция марксизма, мирового социализма, а также коммунизму витала в Европе с начала предоставления середины 19 и начала 20 века, предложенного Марксом и Энгельсом, затем Лениным, и более после осуществления в единственной стране Российской империи, то есть полной национализации с экспроприацией экспроприаторов. И вот что происходило. Гитлеру пришлось быть извращенцем правды, к националистической партии добавить слово социалистическое. Сам он был против, но пришлось, чтобы прибавить электорат, прийти к власти, превзойти набирающие обороты социалистической и коммунистической партии, которую он разогнал, репрессировал, обвинив в сожжении Рейхстага, а также уничтожил соплеменников своей партии, руководство штурмовых отрядов, расстрелял и разогнал их за политику осуществления дальнейшего социалистической революции. То есть был предателем социалистической направленности, также дуря массы, что марксистский социализм не есть истинный социализм, то есть был и стал на стороне капиталистов, которые повелись и велись ранее, чтобы был противовес избежать мирового социализма, экспроприации экспроприаторов, национализации. По сокрытию правильных догм в СМИ, интернет-СМИ, мир все так же лег на подъем в войны, бесчисленные жертвы по задуриванию на жадности верхов и низов, разбогатеть нацизм и завернуть, как и в Германии, фашизм. Все тоже нацизм с колониализмом. При этом интересная деталь: основных СМИ, интернете хозяева евреи существенно блокируют правду по нацизму в Украине, а также опровержение по извращениям правды, позволяя больше пропаганды и больше беды и жертвы. То есть дают вклад, я бы назвал, в Холокост причин Второй мировой войны. Об этом я заявил в интернет-СМИ, что Нетаньяху подвергнется порицанию и давлению, дабы смягчить волну антисемитизма, что последующее произошло и происходит, что также должно произойти с евреем Зеленским. Думаю, и богатым мира еврея стоит степенить войну и в Донбассе, и в Газе. Окунание в ослабление и в нищету Украины и России, что по санкциям, что погружение в долги может повлечь народ и служивых, как уже было в банды раскулачивания, социалистические революции с запросом на мировую революцию. Как и по ухудшению депрессии в Европе, то есть опять на круги своя заворачивать фашизм по нацизму. Похоже, не как было в причинах Второй мировой по евреям Европы, а по муслимам, под эгиду объединения приличной части славян, разрозненных в противоборстве. И на сегодня, тем более гибридных войн, информационные, пропагандистские, санкционные, соучастие, поставка оружия, милитаризации всех, крайностям поощрению нацизм, фашизм, неистовые пути по ущербу и истреблению в неравенство части наций и невзирая большим перспективам, в излишнее отклонение мироздания по вооруженным противоборствам, дающих скачок прогрессу. Это толкает Россию в объятия Китая под очередное нашествие, только с большими аппетитами на сдачу в Сибири и, как говорил ранее, большему утверждению принадлежности в арктическом поясе
также в полемику. В подтверждение сказанного отмечу ссылки, где мои аккаунты по выложенной информации были блокированы, что Facebook и Twitter, возможно, когда-нибудь разблокируют. Думаю, и в комментариях будет содействие на большее и лучшее. Героям Руси, Родине слава. Хохлы, стоит бросать нацизм в части не своих землях и двигаться на колонизацию земли уже западной стороны под эгидой объединения русской и хохлядской диаспорами с неонацистами Европы, дабы нарастают проблемы, кризис, неработающие мигранты, бандитского толка с ассимиляцией, педерастия, проблемы оздоровления безбашенных по СПИДу и тому подобное, требующие Евгений в первые ряды. Как и обмолвился ранее, Китай намекает, что в игре по разделу ресурсов в Арктике и более через Сибирь добавит такие же проблемы мигрантов России. Находите общий язык в первую очередь с сибиряками и разделяющими части взглядов Навального. Начните смотреть в будущее, начиная хотя бы с платформы, которую дал ссылки. Дойдем и до Аляски. Буду благодарен, кто сделает грамотные титры, переводы на видео на английском языке и хотя бы грамотный перевод текста, который дал в сопровождении видео. Ставлю сам.